Всем доброе утро. И как сегодня сказала моя сестра Алиса, я хочу твою жизнь. Сегодня утром было принято решение спонтанно собраться, купить билеты в Рим и полететь к Маше на выходные. Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Одним из решений, почему я решила поехать на последние выходные, пока я в Вене, к Маше. Первое. Это ужасная погода. У Маши в районе 15 градусов в Риме, у нас где-то градуса 3. Второе. У меня в понедельник экзамен, и, если честно, я не знаю, как я буду готовиться, потому что это advanced экономика, в которой я знаю ровно zero. Но я надеюсь, мы совсем справимся. Так что оставайтесь со мной и давайте вместе путешествовать в Рим. Моя станция метро. Рядом вы можете видеть вот такие вот байки. Сейчас я приехала на остановку, которая называется Ландштрассе. Это один из вокзалов в центре города Вены. И здесь мне с метро нужно пересесть на поезд за 4 евро, который идет прямо до аэропорта. На самом деле, я сейчас вам дам лайфхак. Везде в Вене рекламируют поезд за 15 евро. Но на местных линиях вы можете доехать за 4. Здесь важный момент не запутаться. Нам нужны пути 1-2, которые едут в аэропорт. Вот этот поезд за мной называется CAT, и он стоит 15 евро, и он идет без остановок в аэропорт. То есть, наверное, он идет в районе 15 минут и стоит 15 евро. Я сейчас еду за 4,5 евро, и мой поезд будет идти где-то 20 минут, с 3 или 4 остановками по минуте. В Вене очень удобно то, что все метро встроено под большие торговые центры прямо в центре города. То есть вам не нужно куда-то ехать. От моего дома я доехала за 5 минут до вот этой ЖД-станции, чтобы уже пересесть на прямой поезд до Флюгатена, на котором я собиралась ехать, только что отменили, но они здесь ходят каждые 15 минут, так что есть лишние 15 минут на чил. Все немного переживают, что поезд не приехал, но здесь это в порядке вещей. Немножко overcrowded. Я уже в аэропорту, у меня уже есть QR-код, полностью забитый эскалатор, все очень торопится из-за того, что одного поезда не было, все опаздывают на рейсы. Если что, Венский аэропорт, он достаточно маленький, и я советую приезжать буквально за час до вашего рейса. Если нету очередей на досмотре, то вообще можно хоть за 40 минут приезжать, особенно на внутренние рейсы по Европе. Но люди очень переживают. Вот я уже и в аэропорту. Блин, не знаю, Венский аэропорт просто в сердечке. Он очень чистый, очень просторный. Он достаточно небольшой. Если сравнивать его с Фьюминчино, куда я сейчас лечу в Рим, он просто, наверное, один из гейтов Фьюминчино. Потому что Фьюминчино, он настолько огромный. Это единственный аэропорт, в котором я потерялась за последнее время. Хотя я была и в Сингапуре, и в Дубае, и они... еще интересный факт. В Мадриде безумно огромный аэропорт. Там он, вот, наверное, в 2 раза больше, чем Фьюминчино. Куда же без пива с хлебным мясом. Ням-ням. Ладно, по-моему, я такого здесь никогда не видела. И по поводу приезжать за час я, кажется, немножко ошиблась. Тут не видела никогда такого. Я залезла в очередь. У меня сейчас опоздает самолет. Я не знаю, что делать. Только что купила бутылку воды, которая стоила столько же, как и билет на поезде от дома до аэропорта. 4,40. Уже иду на посадку. Сегодня утром я купила последний билет на рейс. Моя любимая рубрика унижения от Wizz Air и Ryanair — это пройтись по рукаву, спуститься и идти к самолету пешком. Свою часть полета уже приземлилась в Риме. Сейчас поедем в терминал. Один из самых больших терминалов, где я была вообще ever.
сейчас купила билет до остановки Эс-Пьетро. Кстати, Маша сказала, что это лайфхак. Эта остановка находится прямо у Ватикана. И если ехать, как показывает Google Maps, через Термини, то билет будет стоить 16 евро. Сейчас заплатила 8 евро, и у меня будет пересадка в самом центре. Так что, ребят, если вам надо в самый центр, едьте просто до остановки Трастевере. Я сейчас еду на Эс-Пьетро. Сейчас доеду до Трастевере, там будет 5 минут пересадка, и потом я поеду уже к Маше на вокзал. Господи, как тут пахнет морем. Я приехала к Марии на остановку Эс-Пьетро, недалеко от Ватикана. Сейчас мы идем с Марией домой трапезничать. Вот Рим. Как всегда, у меня любимые впечатления смешанные. Коксик тут валяется немножко. Но так, конечно, абсолютно другие ощущения от Вены. Всем доброе римское утро. И начинаем мы наш день с балкона у Маши, который находится прямо рядом с Ватиканом. На самом деле, это у Маши была большая удача найти эту квартиру, потому что в Риме я тоже сама пыталась найти квартиру, и здесь какие-то невероятные цены. Я разговаривала с девчонкой, которая учится у меня в модуле в университете, и она сказала, что в Италии нету политики как-то фиксировать цену на жилье. То есть, допустим, новый фонд 60 квадратных метров у нас стоит там 2000, там, от 2 до 2,5. Здесь такого нет. Поэтому в старых домах какие-то очень маленькие, страшные квартиры могут стоить 3, 4, а то и 5 тысяч евро. У Маши в квартире есть вот такой вот замечательный балкон, с которого открывается вид на отель. Рядом с отелем есть парк. Вот, поэтому можно завтракать с таким красивым видом, наслаждаться солнцем. Хотя сейчас декабрь, мне кажется, сейчас где-то плюс 10, плюс 15 градусов. Не сравнить с моей венской температурой. Вот, в Вене сейчас минус 2. И на самом деле я рада, что я могу провести такой солнечный уикенд в Италии. Сегодня мы пойдем на виллу Боргезе. Там открылся Christmas Market. Для меня это очень забавно, потому что у меня выйдет видео про Christmas Market в Австрии. И на самом деле будет интересно сравнить и по ассортименту, потому что у нас на венских маркетах появились вообще-то итальянские оранчини, также итальянские небольшие пиццы. Вот, посмотрим, что здесь предлагаю такому искушенному клиенту, как Алиса Бардашевич. Вот, так что посмотрим, тоже сниму вам, погуляем по Риму, насладимся погодой. Отправляемся в наш новый день. Идем на виллу Боргезе. Пойдем на Christmas Market. Ну и, конечно, пройдемся по итальянским окрестностям. Кайф. Прошли к Ватикану. Нас почему-то не пускают к Ватикану. Маша сказала, что все закрыто из-за того, что приехал Папа Римский. Красивые итальянские офицеры. Прикольно, что прямо посередине площади стоит елка. Тоже Новый год. При температуре 15 градусов. У меня есть небольшой страх в Риме, то что у меня все время что-то могут украсть. У моих знакомых было много прецедентов, и я, когда приезжала летом, я жила прямо у вокзала Термини, и там, на самом деле, один из самых страшных районов. Вот, поэтому я хожу вот так вот со своей сумкой, держу, все время вот так смотрю по сторонам, и be careful. Но Машка уже как местная, она уже чисто просто... Самая бичевская одеваешь, свою притворяешь. Да не, я уже просто знаю всех бомжей тут в лицо.
а они ее. Уже, ну, короче, Маша тут крышует район чисто, да, Ватикан-Сити. Наши нашли наш будущий каршер. Пока что это тачка, которую единственное мы можем себе позволить с нашими зарплатами, и то не факт. Но если, слушай, если мы скинемся вдвоем, то, возможно, мы потянем. В Риме все уже тоже украшено к Новому году и к Рождеству. На самом деле это так необычно на это все смотреть, потому что, вау, все, Маша, покупаем. Вау, кайф. Сейчас мы подошли к университету, где учится Маша. Это называется Lumsa University, католический университет в Риме, частный. Вот, и сейчас мы спросим у Маши пару вопросов. Маша, расскажи, пожалуйста, про твой путь, вообще, как ты сюда поступила, почему именно этот вуз, и нравится ли тебе? Давай не будем этот вопрос вставлять, потому что история не очень. Маша, расскажи, ну вообще тебе нравится тут учиться или нет? И на кого ты учишься? Я учусь на организационного психолога. Пока что не могу понять, насколько мне нравится, потому что очень много предметов, которые я раньше никогда не изучала, и они не очень относятся к психологии. Мне кажется, я пойму, нравится ли мне или нет, когда буду готовиться к экзамену, когда буду самостоятельно много изучать это все. А сколько у вас пар в неделю? И вообще, как они проходят в формате лекции или практик? Сейчас не очень много пар, потому что уже все курсы почти закончились, но в начале обучения было по 2-3 пары в день. В основном это были просто лекции по 3 часа. Но есть также и какие-то практические тоже варианты занятий, но их не очень много. Ты могла бы рекомендовать этот вуз для переезда в Италию для русских студентов? Не знаю. Мне кажется, что в целом в этот университет достаточно легко поступить, поэтому если есть цель именно переезда в Италию, то да. А на программу психологии организационной не знаю. Наверное, ну может кому-то это бы понравилось прям, но не уверена. Остальные программы не особо знаю. Хорошо, спасибо вам, Мария, за интервью. Вот так вот исполнила. Мы вам покажем питьевой фонтанчик. В Риме их просто огромное количество, потому что я уже не очень помню точную историю, но, в общем, это было создано для того, чтобы давление в трубах как-то нормализовать. Вот. Они все питьевые, очень удобные. На самом деле в Риме, многие говорят, самая вкусная вода, потому что в ней очень много кальция. Может, для нас это не очень полезно, но вода действительно просто невероятная. Для того, чтобы было удобнее попить воду, созданы вот такие здесь дырочки. Мы делаем вот так и пьем. Ой! Прикольно. Такие вот, ребята, технологии. Нам в Австрии до такого еще как бы далеко. Это, кстати, университет Люмса, я сюда тоже поступила на диджитал-маркетинг, и я, на самом деле, пропустила все дедлайны по оформлению документов. Маша начала делать это гораздо заранее, и уже в августе, за 2 недели до того, как начиналась учеба, я поняла, что мне не готов ни один документ. Поэтому, если честно, я была в таком положении, что мой вуз, на самом деле, просто сделал мне такую медвежью услугу и просто взял меня. У меня нету ничего. Я приехала просто беженкой. Маша рассказывает лайфхаки, как переходить пешеходные переходы в Риме. Да. В общем, в Риме очень напряженное движение, как мне кажется, везде в Италии. Здесь машины вообще никогда не останавливаются. То есть ты должен просто идти, и только в таком случае она остановится. То есть ты не можешь так мешкаться, там что-то идти, не идти. Надо просто уверенно идти, и все. Сейчас мы это покажем. Сейчас мы покажем. Это очень долго. Желтый цвет, Маша сказала, что его можно считать за зеленый, и в Риме переходить прямо дорогу. Да, потому что зеленый цвет, он длится, наверное, секунд 5, а желтый еще потом секунд 20. И все ходят на желтый. Мне кажется, это очень неудобно, потому что никогда не знаешь, когда он закончится. Все равно нужно переходить на желтый. Сейчас мы подходим к площади Пьяцца дель Попполо. На ней тоже установлена большая елка прямо посередине. Сейчас я вам ее покажу. Весь Рим немного в лесах из-за того, что в 25-м году сюда будет паломничество. Это достаточно большой католический праздник. Я когда была летом здесь в Риме, здесь тоже много было перекрыто и закрыто. Даже, по-моему, подъезд и подход к Ватикану был закрыт. Сейчас он уже отремонтирован и открыт, но все равно достаточно много достопримечательностей закрыты. А в 25-м году будет огромный шквал религиозных туристов, поэтому советую вам Рим к посещению уже после 25-го года.
идем по одной из самых центральных торговых улиц в Риме, Дель Бабуино. Достаточно смешное название. Здесь находятся самые люксовые магазины: Dior, Chanel, Gucci и так далее. Все витрины уже украшены к Новому году. И на самом деле, правда, такой Christmas vibe. Даже при температуре 15 градусов без снега. Сейчас мы подходим к Испанской лестнице, излюбленному месту всех туристов. Вот такой вот вид на нее открывается. Уже прошли, заглянули на все предновогодние новинки в самые люксовые бутики Рима. И сейчас я вам покажу Испанскую лестницу. Можно заметить, что ровно по центру установлена такая необычная елка. Она состоит полностью из лампочек. Надо следить за сумкой. Сзади Dior очень красиво украсил свой дом. Мы пришли с Машей совершить итальянское преступление и пришли попить кофе в Starbucks. Немножко пародия на Милан, как сказала Маша. Вот. Такая вот красивая галерея. Немножко шопинга по ценам в Calvin Klein. Вот эта коллаборация Джо Малоун и Зары. Очень стойкие ароматы. Заказывайте на Yo Buyer. У Зары появилась ски-коллекция, где есть и шлемы, очки, варежки. В центральной Заре они соорудили вот такой вот бокс прямо посередине Зары. Сейчас мы идем по самой главной масс-маркет улице, которая находится в центре. То есть здесь Ray-Ban, Hilfiger, H&M, Zara, Mango. Вот, зашли уже, проверили новую коллекцию в Заре. Ассортимент очень отличается от австрийской Зары. Здесь она, во-первых, в 4 раза больше, намного интереснее позиции. Мы пока что гуляем. Сегодня суббота, достаточно много народу, и итальянцы гуляют, и туристов достаточно много. Наслаждаемся погодой и отдыхаем. Вот так Фенди украсили свой дом. Выглядит очень красиво. Мне напоминает какие-то парижские вайбы, если честно. Но выглядит круто. Сейчас мы идем встречаться с Виолеттой. Это Машина подружка. Она тут учится тоже на психологии вместе с Машей. Вот. И мы сейчас пойдем на новогодний Christmas Market, который находится в Вилле Боргезе. Поднимаемся на виллу Боргезе, на Christmas Market. Маш, пока что опять мастер-класс. Мы уже на вилле Боргезе гуляем, и сейчас мы подходим к Christmas Market'у, посмотрим, бесплатный он или платный. Мы проходили конюшню, которая находится прямо в центре вилла Боргезе. Здесь есть и левады, и манеж, и вообще, не знаю, мне очень нравится, когда в центральных парках в городе делают конюшню. Это какой-то такой аутентик вайб. Кажется, что сюда платный вход, и нас сейчас остановят. А вот там находится манеж с барьерами. Christmas Market в Риме стоит 16 евро, поэтому мы решили просто погулять и насладиться приятной погодой и не тратить время на переполненную ярмарку за 16 евро.
И давайте я вам покажу, что здесь продают. Вечерний Рим, очень красивый, он вот так вот красиво украшен. Сейчас нас ждет небольшая прогулочка до дома. Так, мне кажется, Вот. сейчас надо держать карманы сейчас. И нужно держать карманы, мы напоминаем всем. Как это карманники будет кричалка? Big pocket? Big pocket. Big pocket. Не надо кричать. Big pocket. Не надо. Это как вот этот знак, знаешь? Ну, короче, be careful in Rome. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi Сейчас идем по cantare. мосту Ангелов. Он весь закрыт на реконструкцию. То есть вы здесь не увидите скульптуры, но все равно замок, особенно вечером, выглядит очень красиво. Рядом с этим замком бегает очень-очень много крыс. То есть только что мы видели 2, и Маша говорит, ну давай посчитаем, сколько в этот раз мы увидим. Мы уже увидели 2, я боюсь, что еще увидим парочку. Ну, короче, будете рядом с мостом Ангелов, будьте аккуратны. Вечерний путь к Ватикану. Мы так и не смогли попасть сегодня в Ватикан, потому что там празднуется католический праздник. Перед Рождеством приходит, мне сказал Маша, святой Николас. Вот. И это у них грандиозный большой праздник. Все собираются на главной площади Ватикана, рядом с елкой, и слушают концерт, наверное, не знаю. Уставшие возвращаемся домой. Сегодня прям хорошо погуляли. Надо дома посмотреть, сколько километров мы прошли. Но мне очень понравилась такая обзорная экскурсия. Не жарко, когда я была летом в плюс 40. Я думала, что я тут умру. Это, мне кажется, был мой решающий фактор не ехать в Италию учиться из-за того, что мне здесь было очень жарко. Но еще я тут отравилась летом. Кнопочка, Алис. Кнопочка вот там вот. Да. Да нет. Да нет, другая кнопочка. Да. А ты там ничего не переключила ее? Я обратно ее вернула. Всем Всем доброе утро. Сегодня немного было дождливое утро, немного прохладнее погода. Вот, и мы отправляемся на завтрак, кушать круассаны и пить капучино. Как? Quando tu verrai. Чтобы дойти до места для завтрака, мы обходим Ватикан с такой стороны, где я еще никогда не была. Идем вдоль стены, без тротуара. Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando. Пришли сейчас в кафешку. Нам не понравилось капучино за 4 евро, поэтому идем во что-то более local. У нас проблема, мы не можем найти нормальное кафе. Везде, куда мы приходим, супер-овер туристические места. Non ha senso per me. В итоге после получаса поисков мы нашли кафешку, которая называется Бере. Вообще здесь готовят какие-то, я не знаю, как назвать, сэндвичи. Но мы решили взять по круассану, выпить по чашечке капучино и притвориться итальянками. Quando mi dirai, non ci lasceremo mai. Сейчас мы отправляемся в район Капеде посмотреть на необычные дома, как сказала Маша, на необычную архитектуру домов. И поэтому сейчас идем опять мимо Ватикана. Вот так.
Такой вот Jingle Bells mood. So nice. Интересный факт, что в Риме елки выглядят лучше, чем в Австрии. Выше, гуще и красивее. Мы опять на вилле Боргезе, и тут вот детей катают на пони. Мне безумно нравится этот парк Вилла Боргезе, и на самом деле даже вот такие вот небольшие ларьки, которые находятся здесь. Тут можно выпить и Дом Периньон, и майот Шандон, и кофе достаточно дешево стоит, и круассаны. И вообще, ну, этот парк для меня это, наверное, мое любимое место в Риме. Это большой считается по размеру? Сейчас выходим к вилле Боргезе. Пришли на виллу Боргезе. Всем привет. Вот так вот она выглядит. Вот здесь вот такой вот сад находится. Мы с Машей пришли в район, где находятся необычные дома. Растут апельсины. Пожалуйста. Сейчас был дождь, мы переждали его на вилле Боргезе. Там смотрели разные сувениры, просили про билеты. Билеты уже sold out на ближайшие 2 дня. Но, кстати, интересный факт, я не знала, что там есть last minute ticket. Там тоже стоит очередь на 2-3 часа. 10 билетов не выкупленных можно купить, отстояв эту очередь. В последние 20 минут каждого часа. Но там была очередь на 2-3 часа, и мы решили просто пойти погулять по Риму, насладиться вот такими вот видами, а не стоять в очереди. Сейчас случайно зашли на какой-то воскресный Christmas-маркет. Вот, тоже продают елочные игрушки, украшения, handmade, штучки из глины. Очень мило. Здесь только локалы. Прямо перед нами находится лягушачий фонтан, где Битлз купались после своего выступления. Вот там вот наверху расположены лягушки, такой вот фонтан. Вот такой вот необычный и красивый квартал мы посетили. Если у вас много времени в Риме и вы не хотите ходить по супер туристическим спотам, то я очень рекомендую этот район к посещению. Дорогие друзья, я уже нахожусь в аэропорту Рима, и сейчас у меня будет посадка на мой рейс до Вены. Завтра в 9 утра у меня уже будет экзамен, поэтому, к сожалению или к счастью, мы прощаемся с Римом. До новых встреч. У меня села камера, когда мы с Машей ужинали, но, скажу вам по секрету, ничего особо интересного больше не случилось. Всем пока, до новых встреч, надеюсь, вам понравился мой влог.